И снова здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я и моя подруга Ольга отправимся в одно из самых красивых мест Средиземноморского побережья Турции – древний город Сиде, который находится в районе города Манавгат. Уже на подходе к древнему городу вы можете встретить полуразрушенные античные сооружения, которые располагаются на всей территории Сиде, так что будьте внимательны и готовьте свои камеры. Мы пройдем весь этот путь от парковки до легендарных храмов Аполлона и Афины, посмотрим на Римский театр, колоннадные улицы, музей под открытым небом, а заодно узнаем, чем жил этот город больше 2000 лет назад. Добраться до античного города вы можете на любой маршрутке, который идет по Сиде, заезжая в античный город. От парковки до первой достопримечательности всего несколько минут пешком, а дальше вас ждет незабываемая прогулка по древним руинам. От парковки до начала античного города Сиде курсирует туристический паровозик. Удобный способ быстро добраться без долгой прогулки пешком. Билет стоит примерно 20 турецких лир за человека в одну сторону. Цену уточняйте на месте. Это отличный вариант для семей с детьми и тех, кто хочет сэкономить силы в начале экскурсии, особенно в летний период. Перед нами огромный римский нимфей. Это не просто фонтан, а настоящая архитектурная композиция. В древности он встречал всех, кто входил в город. Высота конструкции когда-то достигала нескольких метров. Перед ней лилась вода, украшенная статуями нимф и богов. Вода поступала сюда по римскому акведуку с гор Тороса. То, что мы видим сегодня, лишь часть этого великолепия, но даже она впечатляет. Ну и коротко об истории античного города Сиде. Сиде был основан греками в 7 веке до нашей эры. Название города переводится как гранат, символ жизни и плодородия. Благодаря удобной гавани Сиде стал важным торговым портом. Здесь строили корабли, продавали зерно, масло, вино, ткани. Позже город вошел в состав Римской империи. Именно в римский период Сиде достиг расцвета. Строили огромные здания, театры, храмы, бани и акведуки. Большая часть того, что мы видим сегодня, наследие именно этих времен. По дороге к главным воротам Сиде встречаются руины более позднего периода. Эти стены относятся к византийскому времени, когда античный город уже был христианским и продолжал жить, перестраиваясь поверх римских сооружений. Мы подходим к одной из главных достопримечательностей Сиде – Римскому театру. Это самое большое сохранившееся здание античного города. Он вмещал от 15 до 20 тысяч зрителей, почти как современный стадион. Здесь показывали пьесы, устраивали концерты, публичные собрания, а иногда и гладиаторские бои. Особенность театра в том, что он не встроен в холм, а полностью сооружен как самостоятельное здание. Это был сложнейшим инженерным проектом. Сейчас театр закрыт, здесь проходят работы по восстановлению и сохранению памятника. Перед вами археологический музей Сиде. Он расположен в старых римских термах, которые были построены во II веке. Здесь выставлены настоящие находки, обнаруженные при раскопках: мраморные статуи, барельефы, саркофаги, надгробные плиты, украшения и предметы быта. Музей небольшой, но очень атмосферный. Вход стоит около 450 лир, и если у вас есть музейная карта Турции, посещение бесплатное. Ну, а мы подходим к главным городским воротам античного Сиде. Они были построены во II веке нашей эры, в период расцвета города при Римской империи. Через эти ворота в Сиде входили торговцы, путешественники и официальные делегации. Перед нами колоннадная улица античного Сиде. Это была главная городская дорога, по которой жители и гости города направлялись от городских ворот к центру, рынкам и гавани. И, наконец, мы попадаем в уютный центр Сиде. Узкие улочки, лавки с обувью, одеждой, специями, турецкими сладостями. Здесь кипит жизнь. Туристы гуляют, местные продавцы улыбаются и зовут заглянуть в магазинчик. Самое идеальное время для прогулки по античному Сиде – это зимний период, в солнечную погоду. Туристический сезон подошел к концу, улочки полупустые, и вы можете с лихвой любоваться окружающими видами и наслаждаться тишиной. Ну, а здесь моя камера решила поснимать, как я и Ольга идем по торговым улочкам античного Сиде. А мы с вами подходим к побережью античного города. Вы уже почувствовали запах моря?
Сиде расположен на полуострове, окруженном Средиземным морем. Именно море сделало этот город богатым и значимым. В античные времена здесь находилась гавань, куда заходили торговые суда. Сегодня побережье Сиде – это сочетание древности и курортной атмосферы. А немного дальше от исторического центра начинаются песчаные пляжи, благодаря которым Сиде стал популярным курортом. Необычная форма порта Сиде – результат работы природы. Город стоит на полуострове, который образовался благодаря песчаным косам, сформированным морскими течениями. Эти косы защищали гавань от волн и делали ее удобной для кораблей. Но со временем они же стали причиной заиливания порта. Именно поэтому Сиде – пример города, где море сначала принесло процветание, а затем постепенно изменило его судьбу. Ну, а прямо сейчас я и Ольга шлем вам сердечки и ждем в гости. На территории античного города находится небольшая детская площадка, так что детям будет чем заняться здесь. А еще я увидела необычное сооружение и специально засняла его для вас. Это традиционный деревянный пресс, который использовали для отжима оливкового масла. Подобные устройства были распространены в Средиземноморье на протяжении многих веков, от античности до османского времени. Оливковое масло здесь было не просто продуктом питания, а основой быта и торговли. Но наконец мы добрались до главных храмов античного Сиде. Первым мы видим храм Афины, покровительницы города. Сейчас от него сохранились лишь основания и несколько колонн, но когда-то это строение стояло у самой гавани и встречало корабли. Афина считалась защитницей моряков, и храм был одним из наиболее почитаемых мест в городе. Вечером здесь особенно красиво, колонны подсвечиваются мягким светом. Визитная карточка Сиде, храм Аполлона. Белоснежные колонны на фоне синего моря, самый узнаваемый кадр города. Храм был построен в честь Аполлона, бога искусства, солнца и света. По местной легенде, именно здесь встречались Марк Антоний и Клеопатра. Сегодня это одно из самых романтичных мест на всем побережье. Место, куда приходят смотреть закат, делать фотографии и просто наслаждаться моментом. А прямо сейчас опасные трюки для наших штанин. Просьба не повторять за нами. Рядом с храмами Афины и Аполлона находятся руины византийской базилики. Она была построена в V-VI веках, когда Сиде стал христианским городом. Базилика возведена из камней более ранних античных зданий и символизирует смену эпох от языческого города к христианскому.
Перед нами храм Диметры, богини плодородия и земледелия. Этот храм относится к более спокойной, повседневной стороне жизни античного Сиде. Он был связан не с морем и торговлей, а с землей и урожаем. Ну, а мы зашли выпить кофе, немного отдохнуть и насладиться моментом. А мы продолжаем нашу прогулку по античному городу Сиде, удивительному сочетанию древности и современной курортной жизни. Здесь каждый шаг – прикосновение к истории, которая продолжается более 2000 лет. Если будете в районе Манавгата, выделите хотя бы несколько часов на прогулку по этому городу. Сиде – это одно из тех мест, которые навсегда остаются в памяти. Кстати, на территории античного города располагаются 2 муниципальных пляжа, где вы можете искупаться в море, позагорать на солнце, оплатив аренду лежака. Привет! Как дела? Все любят котиков? Да, все любят котиков. Все любят котиков, блохастых котиков. Особенно. Также в пределах Старого полуострова, рядом с античными руинами, расположены небольшие апартаменты и бутик-отели. Они размещены в существующих исторических зданиях и позволяют остановиться буквально в нескольких шагах от древнего города. Это редкая возможность просыпаться рядом с памятниками античности и гулять по Сиде рано утром или поздно вечером, когда туристов почти нет. Ну, а мы завершаем нашу прогулку. С вами была Нина Матвеева, моя напарница по съемке Ольга. Смотрите другие мои видео о путешествиях по Анталии и до новых встреч! Up every mountain like it was yesterday. I feel it every way. Let go of what's been keeping you. Come and follow me. Come and follow me. I'm on hold until the winter. I'm on hold until the last leaf falls.